Вам всем наверняка знакома картина Верещагина «Апофеоз войны». Это там, где из черепов сложена целая гора, и вокруг летают стервятники. Сегодня мы будем говорить об апофеозе текущей войны. Впервые журналисты смогли составить поименный список российских солдат, которые были убиты в Украине с момента начала того, что в Кремле называют специальной военной операцией. Сейчас вы узнаете, что смерть не различает ни по погонам, ни по роду войск, ни по тому, из какого региона эти погибшие. Это более 95 тысяч человек. Тех, кто был с именем и фамилией, и отчеством, и званием, а также регионом, откуда они были отправлены. И, конечно же, у них были свои семьи. У них были их родители, их, возможно, дети, их близкие. Из всего этого журналисты проекта «Медиазона» изобразили свою версию картины Верещагина. Только эта картина написана болью и реальными слезами тех, кто был убит, а также их семей. Еще раз, это более 95 тысяч человек. Тех, кто был бы жив, если бы не то, что случилось 24 февраля 2022 года. Давайте на это посмотрим. Так вот, как это работает. Мы просто открываем сайт, который называется 200.zona.media, и мы с вами начинаем видеть вот этот вот отчет количества погибших. Понятно, что груз 200 – это как раз именно те, кто погиб, и сейчас по данным медиазоны более 95 тысяч человек уже занесены в эту базу. Поиск очень простой. Если вы знаете имя, вы вводите имя и можете найти любого человека в этом списке. Вот, например, Путин Виталий Владимирович. Кто он? Из Красноярского края, мобилизованный. И есть даже источник с информацией об этом. Еще раз, речь идет про документально подтвержденную информацию. Вот, например, муниципальное образование, government organization, правительственная организация, как тут написано, судя по всему, это ВКонтакте. Вот эти сведения. Можно найти другого человека. Ну, я даже не знаю, давайте попробуем ввести Медведев. Огромное количество. Огромное просто. Ну, есть ли там Дмитрий, интересно. Дмитрий. И вот этот человек. Единственное, что здесь есть, да, фотографии, есть даты смерти, но при этом иногда отсутствует информация, поэтому нужно отдельно проверять. Давайте попробуем расширить. И братишка, пишут, спи спокойно, есть фотография. Всеволод Козлов об этом сообщает. Но на самом деле, что мне здесь, можно ли так сказать, нравится в этой базе, это то, что, в принципе, можно искать не только по именам, но и по регионам. И здесь интересное сравнение. Вот берем, допустим, Москва. Ну, не Московская область, а Москва. И мы здесь с вами увидим, сколько человек погибло из Москвы. Ну, вот, видите, база, видимо, слегка есть какие-то сложности в этой базе сейчас. Она вот задумалась. А может быть, нет никого? Кто знает. Давайте обновим. Бывает, конечно же, различные ошибки или еще что-то, но база у нас пока вот подгружается. Я пока закрою остальные категории. Давайте без Москвы, давайте попробуем поискать людей, допустим, из Петербурга. Посмотрим, сколько человек в этой базе погибших из Петербурга находится. Так, давайте. Петербург. Ах, конечно, это нужно делать в регионе. Петербург. Внизу мы видим 918 человек. Хорошо, давайте попробуем это сравнить с, скажем так, Бурятией. Помните, нам говорили о том, что огромное количество мобилизованных и вообще военных погибло именно из Бурятии.
И это 2198 человек. Маленькая Бурятия и город Петербург. В принципе, что вообще особенного, хорошего в этой базе, это то, что вы можете видеть и фотографии, и информацию, откуда эти люди, и какое звание, какой род войск, какой возраст. Вот, кстати, если мы говорим про возраст, 18-20 лет, подростки, фактически подростки, сколько погибших нам сообщит эта база, и база у нас подвисает. Ну, бывает. Ну, здесь надо, конечно же, обратить внимание на то, что у базе есть свои сложности, иногда она не работает. А вот, смотрите, 18-20 лет – это 2242 человека. Давайте посмотрим, сколько людей старшего возраста, кто старше 63. Это 209 человек. Ну, кто бы это мог быть? Давайте вот просто я случайно нажму на одну из фотографий. И мы узнаем, что это Карандаев Владимир Анатольевич, которому было 63 года. Он из республики Татарстан, доброволец. Ну-ка, что нам вообще говорят про регион Республика Татарстан? И это 4125 погибших за 3 года так называемой специальной военной операции. Ну, вот здесь тот же самый Татарстан. Кстати, очень близкий мне. Давайте нажмем, посмотрим на случайную фотографию и увидим 37-летнего Лопаткина Андрея Сергеевича. Интересно, что о нем пишут. Откроем и увидим. Сообщение в Телеграме. Погибшие из Татарстана. 37 лет. Альметьевск. Что такое 2960? Кто знает. Вот, такие дела. Ну, даже если мы говорим про возраст, можно говорить про род войск в том числе. И здесь я всегда обращаю внимание, ну вот ФСБ, к примеру, 118 человек. Кто эти люди? Ну, допустим, вот этот человек. Сапожников Павел Юрьевич, капитан ФСБ, Свердловская область. А пишут про него вот какие слова. На Украине погиб еще один наш земляк, говорится, в сообществе типичный асбест, соболезнования родным и близким Карбим. И даже информация о том, где, когда пройдет прощание. ФСБ, но вот здесь мне еще кажется важным вот этот список заключенных. И это, если мы говорим про... Видите вообще, что происходит с этим на экране? Какая мозаика из фотографий появляется? Это почти 16 тысяч человек. Вот, где-то есть фотографии, где-то нет. Вот эта фотография человека, который отсутствует, он из Московской области был, так сказать, отправлен на войну. Зовут его, давайте еще раз, Коновалов Алексей Викторович. Ну, и это информация из открытых источников, портал города Озеры Московской области. А вот есть заключенные фотографиями. Вот это Руслан Каратаев из Кировской области, ему был 41 год. Вагнер здесь отмечен отдельно. И здесь мы можем увидеть сообщение от администрации Опаринского муниципального округа. Это вам не хухры-мухры. Можно ли спорить с этими данными? Вот такой вот вопрос. Заключенных мы посмотрели. Давайте посмотрим. Наверняка есть вот добровольцы и мобилизованные. Тех, кого иногда называют неприятным таким словом мобики. Но это просто я к сведению говорю. 11, почти 11 тысяч человек. Вот все эти люди. Вот Валерий Кохан, 45 лет, погиб там. Был мобилизован из Челябинской области. Другие люди, вот, допустим, вот этот человек, ему было 40 лет, рядовой, мобилизован.
Или совершенно молодой еще вот человек по имени Алексей Легостев, 29 лет, из Архангельска. Но есть еще другая категория людей. Это так называемые добровольцы. И здесь мы с вами можем увидеть 23 тысячи, более 23 тысяч человек. Посмотрите на эти фотографии. 38 лет Александру Копину было из Тверской области. А вот этому человеку, Артему Коршунову, тоже не совсем не пожилой, 35, из Московской области. И вот это все, вот эта вся мозаика лиц, это те, чьи судьбы закончились в Украине, в этом конфликте. И вот мы сейчас с вами можем эти имена изучить, узнать, кто они были. И за это спасибо, конечно, проекту «Медиазона». Ну и просто к сведению, вот здесь есть еще различные категории: рядовые, матросы, ефрейторы, старшины, генералы. Сколько генерал-майоров погибло? 9 человек. Вот они. Сколько же сейчас погибло капитанов? 862. И вот их лица. Кстати, чем-то интересно посмотреть. Из Самарской области Геннадий Исмагулов, военный пилот. Есть другие. Капитан из частной военной компании Евгений Котельников. Ему было 38 лет, и погиб он, извините меня, уже в декабре еще первого года войны. И еще одна история. Давайте посмотрим на список рядовых. А вот рядовых погибло 8840 из почти 95 тысяч человек. То есть получается чуть менее 10%. Вот это апофеоз войны. Вот это то, сколько Россия заплатила за проводимую уже в течение более 3 лет так называемую специальную военную операцию. А вот это и есть то, что мы можем реально сообщить. Вот это цена войны. Более 95 тысяч, почти 96 тысяч имен.